Лана Дель Рей – американская исполнительница и автор песен. Треки певицы становились платиновыми в США и других странах мира. Критики отмечают артистизм исполнительницы и кинематографичность ее композиций и клипов. Лана привлекает поклонников меланхоличным настроением песен, чувственным голосом и отсылками к американской культуре 50-х и 60-х годов прошлого века. Лана Дель Рей, или Элизабет Вулридж Грант по паспорту, родилась на Манхэттене в семье копирайтера и учительницы. Отец Дель Рей, Роб Грант, сразу после рождения дочери перевез семью из шумного Нью-Йорка в спокойный Лейк-Плейсид. Это крошечный город, однако здесь прошли 2 Олимпиады. Здесь же американская хоккейная команда совершила чудо на льду, сенсационно обыграв советскую сборную. Но в остальном классический северо-восток США. Тихий, с размашистыми озерами и молчаливыми холмистыми пейзажами. Несмотря на всю тишину, именно в Лейк-Плейсиде дела у предприимчивого отца Дель Рей пошли в гору. Сначала он проявил себя как талантливый агент по недвижимости, а потом разбогател на продаже доменных имен в интернете. И если вы слышали, что Лана Дель Рей из богатой семьи, знайте, это чистая правда. Богатство, кстати говоря, неоднократно будут ставить Дель Рей в упрек. Дескать, с самого начала отец занимался музыкальной карьерой дочери, поэтому у нее и вышла такая сладкая жизнь. Сама Дель Рей уверяет, что отец ей не помогал. В детстве у нее все было неплохо, она вела размеренную подростковую жизнь и занимала себя активизмом, участвовала в показах мод и убирала мусор вместе с другими волонтерами, помогала продавать цветы в пользу общества против абортов. Тогда же Дель Рей начала петь в церковном хоре. В школе большую часть времени девочка смотрела в окно и мечтала оказаться где-нибудь в другом месте. Так продолжалось, пока в 15 лет у Элизабет не начались уроки философии, где она нашла целый класс единомышленников, также задававшимися вопросом «Почему мы здесь?». В то же время она открыла для себя алкоголь и быстро пристрастилась к новому развлечению. Испуганные родители отослали ее в закрытую школу-интернат, и до 18-летия девушка не выпила ни одной капли спиртного. И, видимо, поэтому сразу после школы Дель Рей переезжает в Нью-Йорк жить у дяди и тети. Лиззи стала студенткой факультета метафизики университета Фордхам. Свободное время она тратила на волонтерство, помогала бездомным, алко- и наркозависимым людям, ездила в индейские резервации, где строила и ремонтировала дома. Параллельно она выступала в ночных клубах. Сначала ее творческим псевдонимом было имя Мэй Джейлер. Под ним она записала акустический альбом. Вдохновение начинающая певица черпала в музыке 60-х годов. Песни тех лет не отличались мрачным звучанием, а напротив были легкими и воздушными в лучших традициях фолк-музыки. Альбом так и не был выпущен, но в 2012 году фанаты добрались до записей и слили их в сеть. Дель Рей еще какое-то время выступала в барах до тех пор, пока не приняла участие в музыкальном конкурсе. Артистка выступала под своим настоящим именем Лиза Грант. Добралась до финала, но выиграть не смогла. Впрочем, на конкурсе ее заметил менеджер из лейбла Five Points, который предложил ей контракт на запись. Он же переработал образ Дель Рей. Вместо гитарного фолка отныне она исполняет сложно сочиненную музыку из элементов инди и джаз-лаунжа. Руководитель лейбла Дэвид Нихтерн говорит, что они искренне верили в успех артистки. Во-первых, предложили ей большой бюджет на запись – $50 000.
Во-вторых, пригласили видного продюсера Дэвида Кейна. Он успел поработать с Полом Маккартни и Реджиной Спектор. А запись альбома проходила неровно. Дель Рей потратила часть гонорара, чтобы переехать в трейлерный парк. Как она говорила, привычное общество ее раздражало. И она по-своему искала креатив в жизни. Затем Дель Рей запустила смену псевдонима. Дэвид Кейн придумал артистский никнейм Лиззи Грант, но тот ее, конечно же, не устраивал, и в итоге она придумала его себе сама. В то время она довольно часто ездила в Майами и много говорила по-испански со своей подругой с Кубы Ланой. Имя также было вдохновлено актрисой Ланой Тернер и седаном Ford Del Rey, производившимся и продававшимся в Бразилии в 80-х годах. В связи с этим дебютный мини-альбом вышел под чудным составным именем Лиззи Грант, она же Лана Дель Рей. Заглавная песня поначалу носила другое название «Океан», но продюсер посчитал его слишком скучным. Тогда девушка в сердцах зачеркнула старое название и написала вместо него агрессивное «Убей, убей». Хотя ни о каком убийстве речь в песне не шла, а ключевая строчка «Я влюблена в умирающего человека» была метафорой. На песню было отснято видео с обилием старой кинохроники и винтажными фильтрами. Эти приемы певица использует еще не раз. С Дэвидом Кейном было особенно много споров. Дель Рей постоянно ругалась с ним. Альбом неважно раскручивался и не удостоился внимания слушателей, хотя кроме заглавного трека на нем были и другие симпатичные песни. В итоге Лана разорвала контракт с лейблом, сменила менеджеров, перекрасила волосы и начала сотрудничать с английским музыкантом Джастином Паркером. Happy that I make you glad, yeah, 'cause I don't wanna think I'm bad, Grandma. I don't wanna think I'm bad. Grandma said she'll leave the lights on for me. She said the flags is waving for me. But she said that somewhere out there there's a good man, and he's waiting for me. Однажды Паркер показал девушке мелодию, которая, как ему казалось, идеально ей подходит. Она сразу поняла, что это нечто особенное. Песня видеоигры получилась камерной и очень личной балладой. Песня посвящалась вполне конкретному парню, с которым певица жила в Нью-Йорке и была готова, по ее словам, прожить всю жизнь. Идиллия продлилась недолго. Постепенно World of Warcraft стала интересовать парня куда больше своей подруги. Отсюда и название песни «Видеоигры». Тем не менее, никакой обиды на бывшего в песне мы не заметим. Баллада так и осталась благодарным любовным признанием. За этот мотив преданности плохому парню певицу не раз будут критиковать феминистки. В ответ Лана заявит, что феминизм – это неинтересная концепция. Дальнейшая история песни стала ярким подтверждением того, что в истории промоушена наступила новая эпоха. Эпоха видеохостинга и YouTube. В 2011 году на него был загружен самодельный клип, где нарезка из кинохроники сменялась домашними кадрами, на которых Лана просто пела на фоне стены перед обычной веб-камерой. Эффект от этого незатейливого ролика был совершенно неожиданным. За 3 недели его посмотрело 600 тысяч человек. Некоторые считают, что своим успехом клип больше обязан внешней привлекательности певицы, нежели самой песне. Нашлись и завистницы, вроде актрисы и певицы Джульетты Льюис, которая заявила, что ролик напоминает ей кривляние 12-летнего подростка перед камерой в спальне. Так или иначе, тронулся, господа присяжные заседатели. лейбл Stranger Records тут же заключил с Ланой контракт на выпуск альбома, а в октябре 2011-го видеоигры уже были изданы официальным синглом.
А если вам нравится ролик, не забудьте подписаться и поставить лайк. Если хотите послушать музыку, заходите в мою группу ВКонтакте. Там я собираю все треки из роликов, а в своем телеграм-канале я делюсь впечатлениями при их создании. Все ролики я делаю самостоятельно в свободное время после работы на чистом энтузиазме. Поэтому, если вы считаете, что мой труд достоин поддержки, помочь мне вы можете через сервис Boosty. Также веду страницу на Яндекс.Дзене. Если пользуетесь им, буду рад видеть вас и там. Все ссылки оставил в описании под видео. Желая закрепить успех, Лана публикует на YouTube следующее любительское видео на песню «Голубые джинсы». Клип был сделан по старому рецепту хроника плюс веб-камера. На этот раз Лана сочинила песню в соавторстве с Дэниелом Хитом. Адресат обеих песен не изменился. А «Голубые джинсы» были очередным любовным признанием все тому же парню. Только теперь здесь он представлялся не в роли отмороженного фаната видеоигр, а в образе крутого гангстера. Видео снова плеснуло бензина в огонь интернет-популярности Ланы. Сначала песня вошла на обратную сторону сингла «Видеоигры», но в апреле 2012-го была издана отдельным релизом. Под это дело опубликовали новый профессиональный черно-белый клип. Видео к песне «Рожденные умереть» вышло еще в декабре 2011 года. По словам Ланы, песню можно считать заключительной частью трилогии, посвященной ее былому возлюбленному. Музыку написал Джастин Паркер, и снова получилась мрачная, завораживающая баллада, заставляющая вспомнить лихой лозунг 60-х «Живи быстро, умри молодым». Вся эта манерная романтика была подкреплена роскошным клипом. Певица сама разработала концепцию, избрав образ одинокой королевы, восседающей в небесном замке в компании тигров. Остальное видео изображало путешествие двух любовников на автомобиле с последующей автокатастрофой и гибелью героини. Песня дала название всему альбому, который вышел в начале 2012-го и знаменовал окончательный триумф Ланы Дель Рей. «Темный рай» — еще одна декадентская баллада из альбома «Рожденный умереть», где поется о любви, неподвластной времени и смерти. На этот раз музыку сочинил Рик Ноуэлс, к тому времени уже прославленный автор хитов. Композитор познакомился с Ланой еще летом 2011-го, сразу после того, как видеоигры наделали шороху на YouTube. Сотрудничество оказалось более чем плодотворным. Именно Ноуэлс напишет самые успешные хиты в карьере Ланы Дель Рей. Интересно, что от песни «Летняя печаль» в 2013 году никто никаких сюрпризов не ждал. Дело в том, что она вышла синглом еще в июне 2012-го и уже успела зарекомендовать себя в хит-парадах континентальной Европы. Вот только в чарты США и Великобритании не попала вообще. Те же раскатистые трип-хоповые ритмы, та же темная музыка, тот же отчаянный текст про любовь и горькое расставание. Клип, снятый режиссером Кайлом Ньюманом, только добавил суицидального оттенка и в без того грустную песню. Несмотря на то, что никаких намеков на лесбийскую тему в тексте не наблюдалось, в клипе мы видим любовную трагедию, разворачивающуюся между двумя подругами, одну из которых сыграла жена режиссера Джейми Кинг. Причины всей трагедии так и остаются неясными, но после некой ссоры героиня Кинг кончает жизнь самоубийством, бросаясь в пропасть. После чего тоже делает героиня Ланы Дель Рей, патетически разведя над обрывом руки, подобно статуе Христа из Рио-де-Жанейро. В общем, все умерли.
Второе рождение песня пережила после того, как попала в руки французского диджея Седрика Джервейса. Джервейс превратил меланхоличную балладу в энергичный танцевальный хит, и песня снова стала набирать популярность. Пишут, что это был первый трек Ланы Дель Рей, который получил хорошую радиоротацию. В виде ремикса песне наконец удалось попасть в первую десятку англосаксонских хит-парадов, а просмотры YouTube-канала певицы сразу возросли на треть. Новое видео на песню оказалось не таким уж новым и по большей части представляло собой перемонтированные кадры старого. Честно говоря, меня данный ремикс совершенно не впечатлил. Зато понравилась другая энергичная версия песни, а именно кавер от голландской симфо-метал группы The Thin Temptation, записанный в 2014 году. Вторым успешным синглом 2013 года стала песня «Молодая и красивая». Успех, в общем-то, понятен, если учесть, что песня вошла в свежую экранизацию классического романа Фицджеральда «Великий Гэтсби» с Леонардо Ди Каприо в главной роли. Несмотря на то, что действие романа происходит в 20-е годы, режиссер Бас Лурман подошел к саундтреку крайне неординарно. Вместо музыки той эпохи или ретро-стилизации мы услышали современные композиции в откровенно современных аранжировках. Свой подход режиссер объяснял тем, что Фицджеральд был модернистом, и джаз в его романе был такой же молодежной свежей музыкой, как и нынешний хип-хоп. На фоне хип-хопа, под который колбасится золотая молодежь 20-х годов, данная баллада выглядела уже не столь вызывающе. Музыку к ней сочинил Рик Ноуэлс, а текст сама певица. По ее словам, Лурман попросил написать песню от лица Дейзи, главной героини Великого Гэтсби, и когда услышал рефрен, понял, что это как раз то, что нужно. Следующие две песни певицы, о которых я хочу рассказать, вошли в альбом 2014 года и стали своеобразной реакцией на те издержки, которые приносят популярность. Как только имя Ланы стало известно на весь мир, тут же поползли слухи, что девушка просто кукла, чужой проект и единственный ее талант – это внешняя привлекательность. Это обидело певицу настолько, что она вызывающе заявила: «Знаете, я спала с многими парнями из музыкальной отрасли, но ни один из них не помог мне достичь успеха». Еще более вызывающей стала песня с неприличным названием, которое в очень деликатном переводе означает «попала на вершину через постель». Вместо того, чтобы оправдываться, девушка решила вызвать у своих завистниц еще большее раздражение. В похожем духе была написана и еще одна песня, где певица снова надела маску меркантильной стервы, которая откровенно провозглашала, что все, чего она хочет от жизни, это денег, власти и славы. Песню «Большие глаза» Лана сочинила с Дэниелем Хитом специально для одноименного фильма Тима Бёртона. Фильм рассказывал историю художницы Маргарет Кин, которая в 50-60-х годах прославилась своими картинами, где были изображены дети с непропорционально огромными глазами. Точнее, прославилась не она, а ее муж. Ведь он убедил Маргарет, что картины женщин никто не воспримет всерьез, и долгое время выдавал ее работы за свои. Сначала планировали, что песня прозвучит в финале, однако для счастливого финала она звучала слишком мрачно, поэтому песню решили вставить в середину, в сцену, где Маргарет приходит в супермаркет и видит, что он забит дешевыми репродукциями ее картин.
and your big lies. Ну а для финала Лана написала другую песню под оптимистичным, но совсем не оригинальным названием «Я могу летать». К сожалению, следующие два альбома Ланы Дель Рей 15 и 17 годов меня совершенно не впечатлили. Единственной песней, которая мне понравилась, стал трек с альбома 15 года под названием «Кайф на пляже». Не знаю, о каком конкретно кайфе там поется, но гипнотический расслабленный припев Лана действительно сочинила во время поездок на пляж. Долгое время звучание песни казалось певице слишком монотонным, пока ситуацию не спас удачно подобранный электронный бит. Хотя песня попала на альбом одной из последних, именно ее выпустили ведущим синглом и сопроводили видеоклипом. Если в тексте песни Лана давала отворот-поворот очередному завравшемуся парню, то видео интерпретировало содержание по-своему. Конфликт там разворачивается между певицей и папарацци, которые не дают ей покоя даже в укромном домике на берегу океана. Героиня клипа не стесняется в проявлении чувств и просто расстреливает навязчивый вертолет из крупнокалиберного оружия. Затем Лана стала работать над шестым альбомом, а в начале 2018 года выпустили песни, которые она исполнила в дуэте с Борнс. 2020 год начался для артистки с нескольких номинаций на премию Грэмми, где она попала в категории «Альбом года» и «Песня года». Однако ни одну из наград ей взять так и не удалось. Все статуэтки забрала юная Билли Айлиш. Знаменитость продолжила работать и радовать поклонников новыми песнями, пообещав выпустить новый альбом. Однако релиз состоялся позднее, уже в 2021. В том же году певица представила еще одну пластинку. Сейчас Лана продолжает привлекать внимание к своей персоне. Летом 22-го в СМИ появилась информация о том, что певица обратилась в суд, пытаясь избавиться от навязчивого поклонника. Еще в феврале мужчина по имени Эрик Эверарда проник в ее дом. Кроме того, злоумышленник попытался угнать автомобиль артистки. В результате полиция задержала хулигана и привлекла к ответственности. Летом история с незаконным визитом того же фаната в дом Дель Рей повторилась. Теперь уже Эверарда запретили приближаться к вокалистке ближе, чем на 90 метров. Чуть позже соцсети и пресса наполнились постами, в которых публика обрушилась на звезду с критикой по поводу лишних килограммов Ланы. Певица действительно обрела внушительные формы, которые со времени пандемии стали еще более выразительными. Также аудиторию покоробил выбор знаменитостью непритязательной одежды, отсутствие причесок и макияжа во время публичных выходов. Ну а весной 23-го вышел 9-й по счету альбом в дискографии Ланы. Кажется, что артистка преодолела все трудности, хотя иногда все равно попадает в центр внимания из-за своих высказываний. Возможно, поэтому Дель Рей удалилась из соцсетей. Ведь могущество Ланы Дель Рей на современной сцене неоспоримо. Она оказала большое влияние на многих артистов, среди которых та же Билли Айлиш и Мэгги Линдеман. Многие престижные журналы заявляют, что современная популярная музыка не была бы такой же без Ланы. И это факт. По сути, ее альбом «Рожденная умереть» продемонстрировал переход поп-музыки в более мрачную палитру с элементами хип-хопа, а одноименная песня была включена в число 100 треков, определяющих звучание целого десятилетия. Даже сам Брюс Спрингстин назвал эту девушку одним из лучших авторов песен за всю историю Америки.
Количество просмотров ее клипов неумолимо растет, и кажется, ее влияние не собирается сбавлять свои бешеные обороты еще много десятилетий. But they said no. I love you so much. It would have been dramatic, like everything. I promise.